Так, и цель сеанса. Так, и расторгнуть все контракты с антимиром и выполнить свою миссию, если таковая имеется. Отменить свое желание умереть в детстве. Я себя ненавидела за то, что родилась вследствие извращенных похотей своего отца. Я светлая, чистая душа, рожденная Творцом, покойным Божественной Вселенной. Я отменяю язык бесов, матерную речь, которая перешла от отца ко мне. Сейчас, секунду. Вот. Я отменяю все программы жертвы, страдания, беспамятства, страха. В детстве ударил отец по лицу, когда мы играли с ребятами в бабушкиной избушке, когда она была пустая. Он меня очень сильно ударил по лицу, у меня синяк был. Я отменяю все свои программы жертвы, когда отец бил маму. У нас на глазах она была беременная, было 8 месяцев, а мы с сестрой встали между ними и сильно плакали. Я отменяю программы своих страданий. И сейчас. Оскорбление, побои мамы. И очень сильно оскорблял нас в детстве отец. И я все это, я дышала, я продышивала. И уже, в принципе, все уже в прошлом. Я просто все отменяю. И вот так. Я отменяю все свои магические действия. Я отменяю все гадания на картах. Я отменяю все магические ритуалы на Рождество. Я расторгаю контракты с христианским эгрегором. И вызывание духов, и зеркала, и гадание, вызывание духов с иголкой, и пиковую даму, и Пушкина. Я отменяю просмотр этого Кашпировского. Я расторгаю контракты с Ильей, просмотр его сеансов. И соответственно, расторгаю, дальше. И его сеансов, вызывание пантерок его, рассылание пантерок. Малейшее взаимодействие с Ильей и с его энергиями я отменяю. Я отменяю сеансы, которые провела Барбара и Приска, Анжелика и Наташа, Вера и Вадим. На следующий же день они подключили через руку, через правую. Ночью пришли, меня прессовали на каком-то помосте, издевались, орали, куда ты собралась. Там были сущности и люди. Это после Веры и Вадима. Потом Екатерина и Ольга. Потом Мона и Павел. После Мона и Павел были перед сеансом, были сны, когда просочилась женщина с вьющимися волосами, как змеи. И они велись и впились мне в руку. И я выпила какую-то жидкость, не жидкость, текла по рукам, а я с флакона пила какой-то черный дым. Это было перед сеансом. А после сеанса... А после сеанса я увидела себя в обнимку, как будто это мой брат с женой, а это Репт и Серый, который трёсся и боялся очень сильно меня. Он сказал, мы теперь наворочаем с тобой делов. Очень сильно мы смеялись, такие радостные, и около могильной плиты сидели. А я так поняла, это огромный контракт, это огромная плита каменная, там какие-то письмена были старинные, буквы осыпались, и там было 7 даже моих котов в разных позах, составляли какое-то слово непонятное. Потом там Репт еще очень сильно на меня орал. А потом еще Мона пришла на мостике и сказала, ты, Вера, мне, конечно, извини, у нее короткие рыжие волосы были, но тебе еще 95 лет страданий. Я ей говорю, Мона, ну как же 95 лет, мы же только сеанс провели. Она говорит, ну вот, ну прости, я пошла, мне еще работать надо. В общем, я отменяю программы фашизма и предательства себя и других. Я отменяю все случаи воровства денег ради выживания.
Я приказываю в программе или сущности, которая в моем поле, которая все время комментирует сеансы ваши, материт, комментирует, всякую пошлую в голову мне слова говорит. Я когда дышала последний раз, он мне сказал, да пошли твои родители сами, ну, короче, туда. Я говорю, кто ты такой, уходи. Он сказал, я не уйду. Я говорю, нет, ты уйдешь. Он сказал, я буду стоять насмерть. В общем, вот так. Я ему сказала, нет, ты уйдешь. Вот когда дышал последний раз. Но он же сказал насмерть, умрет и уйдет. Да, я ему сказала, ты уйдешь. Так. Я отменяю. Просто извините, что я прыгаю по хронологии. Я отменяю все унижения в школе, унижения от родственников отца, что я никто, я ничтожество. Я отменяю все побои, которые нанесла мне сестра. И она меня чуть не убила, чуть не утопила в бочке с водой в детстве. Она меня очень сильно била в детстве. Отменяю из-за вот то, что у меня на лысо обстригли, из-за вшей, меня очень сильно оскорбляли, унижали в школе. Ну и все дальнейшие годы. Вот. Я отменяю в детстве смерть котят, когда мы их собрали и забыли кормить, и они там почти все погибли. Я хочу, чтобы они отправились в светлое пространство. Я отменяю, когда ударила камнем подругу, а мне эта картинка всплывает все время, когда я дышу на реке. Я не знаю, почему я выбрала камень поострей. С мою любимую подругу я ей разбила лоб очень сильно. А потом меня избила ее старшая сестра с другом, отомстили, ну понятно. Я отменяю, потому что я сама не знаю, зачем я это сделала. Потому что как будто кто-то, ну, как моей рукой вел, что ли. И я отменяю все свои связи с мужчинами, которые у меня были, все свою энергию оттуда забираю. Я отменяю пьянство и разврат, которым я занималась. Я отменяю свои связи с однополой женщиной, так как я разочарована была в мужчинах. Я отменяю нападение свои 18 лет, когда на меня напал маньяк средь бела дня, угрожал убить меня и изнасиловать прямо на улице. Я отменяю свое изнасилование в 19 лет и выкидыш от этого насильника произошел. Я... Вера, имена, пожалуйста. Например, про сестру Да. говорите, как ее зовут, подругу, как ее зовут. Я сейчас, извините, я просто, сейчас я на эмоциях. Сейчас все, Виктория, да-да. Мою подругу, которую я ударила камнем, ее зовут Светлана. Сестра моя, ее зовут тоже Светлана. Мой отец Григорий, моя мама Екатерина. Отец, они оба уже ушли. Передать им информацию об моем Когда они освобождении. ушли? В каком году? Мама ушла в 16-м, а отец через 2 года в 18-м, 2 года позже, чем мама. Вот. Мама всегда была подавлена отцом, и самое главное для меня было вот это вот отвращение к себе. Я себя ненавидела за то, что я из-за вот этой похоти отца родилась. Потому что отец, когда он занимался сексом с мамой, да, он ее насиловал, не стеснялся нас абсолютно. То есть мы в комнате, в маленькой квартире, в домике, и он, собственно говоря, как мы были вовлечены в это все. Он как растлевал нас, что ли. Мы были все подавлены этим, и все 5 детей, мы все страдали от этого очень сильно. Вот. А мама? Мама страдала, она уходила от него, она уходила, Нет, я пыталась. имею в виду, а как мама вообще такое могла допускать? То есть то есть Я это не знаю. жертва в самом извращенном виде. То есть Да, самым большим извращенцем это была ваша мама. мама, знаете, мама сама родом из сектантской организации, которая староверы называются. Мгм. Ну, Вот. понятно.
Папа специально поехал туда за девственницей, так скажем. Папе 40, маме 25. Он туда приехал, а у мамы маму очень сильно подавляли. Не после войны доили коров вручную, за трудодни работали. Ну, надорвали все свое здоровье. Маме было 25 лет, она не замужем, у нее сильнейший псориаз был. И вот он, папа, жених нарисовался 40-летний, и мама, вопреки бабушка не хотела, но они очень сильно ее подавляли. Ну, там они молились, там да все. И она вышла замуж за отца, и с этого момента ее, собственно говоря, страдания начались. У нас было с сестрой двое, она уходила, отец приехал и уговорил, я не хотела идти. Но все-таки она к нему вернулась, очень много сделала абортов за свою жизнь, больше 40 она. Она родила последующих детей после нас с сестрой, потому что врачи отказывались делать ей аборты из-за здоровья. Она только по этой причине, вот, собственно говоря. Внешне у нас была неплохая семья, хозяйство, ну и так далее. По-деревенски жили очень скромно. Но внутри у нас был настоящий ад. Вера, отсоединитесь, отсоединитесь. Это было в прошлом, и этого уже нет. Да, все, да. Все отсоединилось, все хорошо. Вот, ну и это, собственно говоря, знаете, у меня вот такие вот из-за моего детства и унижений в школе, у меня как-то исчезло все, как я не разучилась, за меня кто-то принимал, где мне учиться там, ну и так далее. Ну, но все равно я свою волю сохраняла, конечно, как могла, я себя держала. Вот, закончила училище, я была девственницей, я единственная из всех, я вообще с мужчинами не общалась. Хоть мы на танцы ходили, и я работала проводником, и потом, когда я поехала уже, ну, 18 лет на меня нападение. Я просто вам хочу сказать из детства, что очень на меня были падки взрослые мужчины. Педофилы меня преследовали все мое детство. И мама меня все время таскала. Дышала, я сама себе сказала, что я плакала от ужаса и отвращения, когда родилась. И меня воплотили в этой семье, чтобы меня унизить. Вот. Потому что у нас было очень грязно, и очень много было мухи, и очень много фекалий, потому что очень хозяйство было большое, и все как-то неряшливо было. Кое-как как-то, не знаю. Вот, и все время эти были вши, которые мама безуспешно, подружки эти вшивые, и это все вот, и вот в этом всем как-то вот я старалась, поэтому я не хотела, думаю, как-нибудь бы умереть, да не знала как. Вот. Потом я чуть не упала в пропасть, когда была лет мне 6 было, наверное, но меня отец вовремя вытащил, трава уже вырывалась, а я висела и сползала, трава вырывалась, а я уже сползала вниз, только трава меня держала. Отец вовремя меня схватил за руку. Это 2 таких случая, когда я чуть не погибла в детстве, и сестра чуть не утопила меня в бочке. И вот пощечина отца, и потом, когда я дышала, мне пришло, что мне очень много били по лицу в прошлых жизнях. Муж ко мне наклонился что-то сказать, а мне кажется, что мне кто-то по лицу как даст. И видела еще такой удар по голове, как будто у меня голова разлетается просто. Прям стою, у меня как картинка. Это вот недавно было. В общем, и я долго не буду тянуть время. Вся моя жизнь, так я замуж не выходила, я вышла замуж поздно, ребенка родила вне брака, когда в Питер поехала, пытаясь устроить свою жизнь. Там подруга, оказалась наркоманкой, я почти на улице оказалась, но я, как говорится, не упала никуда, пошла на цветы работать. И вот этот парень, с которым я встречалась, не особо не любила. Вот от него я родила ребенка, но потому что меня как будто бы кто-то заставил. У меня начался гон, очень странное ощущение, как будто меня кто-то заставил, у меня как будто бы
ну, я не знаю, как это объяснить, это такие странные энергии, как будто меня кто-то вот заставил, как будто мне срочно забеременеть надо было. И, соответственно, сексуальное поведение разнузданное, потому что квартиру, где я снимала, был 14-летний. Я, кстати, отменяю вот эти вот все педофильные энергии, которые я испытывала, и я считала, что это, ну, ничего такого. Вроде как, я считала, почему-то мне это казалось. И совесть у меня, ну, и вот парню было 14 лет, подростку, я вступила с ним в связь, но забеременела, конечно, я от того мужчины, но вот этот вот подросток, скажем так, в одной квартире со мной находился, в чем я раскаюсь перед Творцом, и я отменяю все свои мысли, отменяю в связи с этим, я читала книги, когда мы ездили, были в Москве в 90-е, обрушился вал порнографии, я очень много порнографических фильмов смотрела с моим братом и женой. И были книги Маркиз де Сада, и я отменяю чтение этих мерзких книг. И все эти энергии, которыми я была тогда заражена, вот. И я в Норильск приехала, и мой ребенок остался, к сожалению, мне нужно было у мамы оставить, потому что не с кем было. У меня дочка. Я отменяю свое оставление дочери у родителей, потому что тогда младший брат сошел с ума, Катя чуть не пострадала, брат попал в аварию и не пережил смерти друга. И он до сих пор уже больше 20 лет, ну, скажем так, у него очень тяжелый, никто не знает, он здоров, но у него тяжелая шизофрения. В общем, это младший братик Женя. Дочь моя Екатерина. Вот. И я очень много алкоголя употребляла, думала, что мне это поможет как-то справиться со стрессами, но я всю жизнь работала на цветах, я 20 лет работаю, у нас маленький магазинчик. Я очень люблю творчество, я творческий человек, я стихи писала, я очень много чем, в общем, я просто подхожу к сути, я думаю, как бы что не забыть, все забыла, много чего, но самое основное детство, я заразилась от отца матершинными, вот этими матершинной речью, этой матерной, безобразной речью. Я расторгаю все контракты с Антимиром за то, что я языком бесов разговаривала. Я очень много пошлых вещей говорила. Я просто изрыгала из себя ругательства и всякие мерзкие вещи говорила. Так, занятие эзотерикой у нас, собственно говоря, в культуре в нашей, так сказать, деревенской, это было всегда, с самого детства. Я сколько себе помню, начиная с рождественских колядок, гаданий и различных там обрядов и ритуалов, с самого детства мы чертили круг, иголка ходила по кругу, и мы там читали, что она напишет. Потом мы вызывали там же в детстве и Пушкина, и даже постарше. Потом мы там различные делали эти зеркалами коридоры, и пиковую даму, и кого мы там только не вызывали. Ну, в общем, вот так вот. Вот основное вызывание духов это было через вот этой иголкой этой, по циферблату. Вот основное. Вот. И потом в дальнейшем, когда я уже повзрослела, я, я очень много, ну, какой-то период времени я начала гадать людям. Но мне не то, что мне это льстило, мне прям хотелось кому-то помочь. И я была так думала, что вот я всю правду говорю, что-то там кому-то сходилось, и вот ко мне там бежали все, кому не попадя. О, Вера, погадай, да погадай. Потом я начала понимать, что я теряю силы, что мне после каждого гадания все хуже и хуже. Ну и, собственно, это все потом со временем сошло на нет, так скажем. Но потом, соответственно, это эзотерика,
это и Правдина, это потом все там китайская эта книга перемен, и потом эти китайские всякие философии. Ну, когда уже я окунулась, пыталась что-то для себя найти. Ну, и, собственно говоря, вот и все это я читала разную эзотерику там, но ни в каких сектах, ни в каких посвящениях я не участвовала никогда, потому что я считала это глупо. Вот, в какую-то секту Крестили вас в вступать. детстве? Меня крестили в детстве, но мама сказала, что так как церковь была разрушена, она приглашала на дом бабушек, и нас крестили, погружали бабушки на дому, нас крестили с сестрой. Да. Да, конечно. Мама сказала, что мы крещенные, но только не в церкви, конечно, Мгм. понятно. Но это не меняет сути. Ну, собственно говоря. Но в церковь, да, я не хожу уже давно, но в свечки ходила после маминой смерти и оставила, конечно. Ну, собственно, да, и расторгаю этот я контракт, я все осознала и понимаю, что это такое, уже знаю. Мгм. Вера, напомни, как отца звали. Григорий. Мгм. Так, а мать Катерина? Ага, Екатерина. Мгм. А что у вас тут связано с Индией? Это когда я начала дышать еще год назад, когда вот уже вас, когда практики вы выпустили, я тут же приступила, и у меня очень сильно меня колбасило, и корчило, и я кричала, и каталась по полу, но у меня очень сильно шло, что Индия, несчастная Индия, она должна очиститься. Какой-то голос говорит, ха-ха-ха, а мы там проводим создаем новую расу. То люди с змеиными ногами там, и потом вот это название Курукшетра, 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 там произошло что-то страшное. Что за Курукшетра, я не знаю. Вот. Может быть, это все навязанное. Ну, вы, если увидите, разберетесь. Но Ну, это мне приходило. там я вижу как ядерный взрыв, город. Теперь вы еще смотрите, что за Да. синяя женщина? Синяя женщина мне приснилась после, когда я уже начала проходить сеансы, у меня более-менее, видимо, расчистилось видение, и помимо вот этого я уже, это, собственно говоря, увидела ее во сне, как будто мы в каком-то помещении, в каком-то полукруглом, как типа в каюте какой-то. Она сидит напротив меня за столом, вальяжно, человеческий образ у нее, странного формы голова и какая-то синеватая. И она на меня нахально смотрит. Я стою перед ней, и ну, я понимаю, что мне больше сказать нечего. Повернулась, вышла и хлопнула дверью. А потом она мне приснилась, как муха, прыг-прыг, припрыгала, и такая пучеглазая, я ее пучеглазка назвала. Вот такие выпученные глаза, она такая сидит, и потом такой круг нарисовался, а она мне говорит, я говорю, ну и что, нравится тебе убивать? Она говорит, да, нравится. А вот тут недавно я дышала, я снова ее увидела мельком. Мы с ней снова о чем-то как будто бы разговаривали, но уже как бы повестка дня другая была. Она, ну как бы, я уже что-то ей говорила. Вот. Но это так мельком, но вот во время, вот я видела ее тоже снова. Но она мне сказала, что мы андромедианцы, еще так поправила. Но опять же, я не знаю, откуда это все. То есть это вот то, что мне было интересно. Ну, в смысле интересно, потому что у меня очень сильный отклик такой тоже был. Вот. Мне на шею еще, может, я вам там писала, сажали паукам несколько раз, насильно. Я кричала, сопротивлялась, спасите, спасите. А этот паук мне впивался в шею. Потом бык придавил мне рогами и сказал во сне мне, я все равно тебя убью. Вот. Понятно. И черные кристаллы эти, и в виде пыли. И черные кристаллы мы с мужем несем. Вот я там, какая связь у меня с моим мужем. В общем, и, ну, естественно, и последствия, и почему
При мне пришло в моем дыхании, что недавний мой диагноз, то, что мне поставили ВИЧ, это мои решения. Я вот когда дышала, и сейчас вот мне так пришло, что я сама все это, как я сама все это начала, я все сама это и закончу. Потому что токсоплазмоз у меня развился из-за сниженного иммунитета, а, то, что я могу умереть от гепатита С, потому что, ну, на фоне сниженного токсоплазмоз у меня, естественно, и, ну, герпес, само собой. То есть у меня сейчас вот эти все, у меня вирусная нагрузка очень серьезная на организм идет. И сейчас вот буквально недавно, я думала, не доживу до сеанса. Мне выписали лечение, нам бесплатное по квоте выдают. 3 вида лекарств выдали, 2 у меня подошли, а от одного я горела просто как в огне. 3 дня у меня горело внутри, как ядерный реактор. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Ну, я вижу разделение пространств. Я М. сверху вот так смотрю, и как будто над горизонтом такой черный внизу горизонт, и он вот так весь дрожит. Мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединись от всех и всего. Да. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, и найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Веры. Вера. 1, 2, 3. Ага. Вот в этом белом пространстве вижу, она находится... О, это белое пространство, это как чей-то глаз. Она там внутри в зрачке. Вот это, где цветной Радужка. радужка. Она вот эти все прожилочки, вот это все. А где зрачок, там Вера. И от зрачка идет портал. Сектор интерферентов, там черное большое пространство. Мгм. Она там как прибита, руки и ноги, и постоянно ее туда вот затаскивает, и она кричит. Ну, как Мгм. будто она падает в этот в портал. Я ей передаю, что это программа, это иллюзии, чтобы она поднималась вверх. Я ей подала руку, и она вышла с этого глаза. Это какое-то существо очень большое. Находится в секторе интерферента. Мгм. А она маленькая. Я ей передаю информацию, что она человек, и она божественная душа. И она посмотрела на себя и увидела, у нее энергосфера, у нее руки, ноги, голова за пределами центральной части энергосферы. И я вижу, Мгм. что энергосфера и искусственное что-то, вот эти все чакры от горловой до первой, второй, находятся в каком-то, ну, и считывается вакуум. И Мгм. энергия вот так сильно оттягивается в сектор интерферентов. На голове какой-то имплант. Там вот эти вши. И сидит такая большая, вижу, обезьяна, которая у детеныша, как бы у нее ловит эти вши и кушает. Мгм. Так, сейчас я еще передаю, чтобы она еще выше поднималась. Она, когда делает движение вверх, то эта штука, вот этот вакуум, он оторвался. Мгм. Хорошо. Я ей передаю, что, ну я прям слышу, чтобы она зафиксировала свое положение на 7 уровне сознания. Мгм. Вот.
Она фиксирует себя. Хорошо. Хорошо, Виктория. Считай эфирная ДНК Веры, она ли это? Я вижу, что ее индивидуальная энергия, как мы говорим, ДНК, то, что ей принадлежит, оно находится в сердечной чакре, вот такое очень маленькое. И от этого тянется, то есть этот вакуум, это как программа, которая забирает это все. А тянется такой шлейф, сектор интерферентов, и там ее основная часть сознания. Так. Да, это она. Ну, находится как будто внутри этого. Ну, это программа. Хотела сказать демон, знаешь, ну, программа, да, демоны и есть программы. Когда я сказала программа, он с таким грохотом разрушился, и она начала там двигаться в этом эгрегоре. Сердце бьется там, она как в сердечной чакре у кого-то. Сейчас я ей передаю информацию, ее всем частицам во всех Во всех пространствах. мировоплощениях, да. Чтобы она собиралась к ее центральной части, чтобы она вернула целостность. Я вижу, она проснулась, потянулась, одела тапки, смотрит в зеркало. Я ей передаю, что ее рациональная часть отказывается от всех ритуалов. Вот это зеркало. Вызывание. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Да, я ей передаю для того, чтобы она разрешила, хорошо, я понял. Чтобы она, что ее рациональная часть отказывается. Вот эту дорожку выкладывать из зеркального, этот туннель. И чтобы она возвращалась. Она как зашла в зазеркалье. Чтобы она возвращалась. Потому что ее рациональная часть хочет от этого всего отказаться. Отказывается от этого. Ее рациональная часть хочет расторгнуть контракты с антимиром. Я ей показываю теперешнее. Я ей показываю, я говорю, что Вера ничем этим уже давно не занимается, отсекла, отреклась. И я вижу, что она выходит из глаза этого существа. Я ее спрашиваю, дает ли она согласие поработать с ней и для нее. И она стоит и прямо кричит во все стороны. Да, 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 да. 4 раза прокричала. Хорошо. И в этот момент я вижу, что она вспорхнула, как ангел, с этого места, где она зафиксировалась. И, ну, очень интересно, но я слышу, что она поднялась на 8-й уровень сознания. И поднялась, и над ее головой такой черный шлейф, как потолок. Так, что это за шлейф, Виктория, что это за энергия? Так, оно вот как сильно забито, вот так вот, черное. Это эгрегор, и он тянется вот так в секторе интерферентов. Давай интерферентов будем. Хорошо.
приказываю всем интерферентам в личном пространстве веры, я им всем, каждому приказываю проявиться, соответственно, их эфирной ДНК и встать по старшинству. В секторе интерферентов появляется какое-то существо, одно в другом, лезет на четвереньках. Лезет какая-то женщина синего цвета, которая голова ее поглощена в такую другую, как паразит в паразите. Вот. Мгм. Я слышу, это какая-то программа, как трихомонада. М. Монада. Это Мгм. же паразитическая структура, как роддом для других паразитов. М. Надо же. То есть лезет такое существо на четвереньках, там кусок, похоже на такую муху, знаешь, Мгм. но друг в друге. Кусок этих крыльев синих, там, где морда лица, эти огромные глаза, лапы разные, хвост, и лезет. Мгм. Так, я Закрою банку. приказываю, замораживаю это Замораживаю, существо. приказываю этому существу отвечать, что оно такое. Оно считывается как карикатурное сознание больного человечества. Мгм. Так, приказываю отвечать, что оно делает в пространстве веры. Говорит, живу. Я ему и поправляю, говорю, жила. Мгм. И оно, Так. как я так сказала, оно моментально, как будто вы его вот так вот шмякнуло вниз. Так, я приказываю всем интерферентам проявиться. Мгм. Приказываю. Я вижу, что подключки отсечены на предыдущих сеансах. Но я слышу программы изъятия энергий, они оставлены. И там кто-то проявляется в секторе в секторе магии, какой-то сеанс. Так, что это за сеанс? Я слышу имя Вера. Был такой? Какой-то Вадим или Сейчас скажу. мужчина? Вера, да, правильно, Вера и Вадим. Вот они идут вдвоем. Мгм. Вот. Так. И я вижу, что они оставили, как бы, от них идет такой конструкция, вот на уровне принятия решений. Я передаю подсознанию Веры, что она отказывается принимать в ее пространство негативные воздействия от этой пары. Мгм. Они каким-то образом связаны с этим искаженным карикатурным мышлением. Мне считывается, что воля Веры, желание ее освободиться, оно сработало, но конструкции вот Мгм. оставлены, я слышу, оставлены. Мгм. Вот. За что они держатся, эти конструкции? Есть Ну, какая-то смотри, я вижу на зацепка? уровне колен, они смотрят в черное зеркало. То есть они смотрят вот так в черное зеркало и видят там вот этот перевернутый мир. Я извиняюсь за подробности, но они видят как будто бы гениталии женские вверх ногами, как будто бы женщина. Ну, только вот так вырезанный такой кусочек. Мгм. Они вот это смотрят, рассматривают, и это осталось в пространстве. Они не просто рассматривают, а они вот как-то это утрамбовали. И это связано вот с этой программой наверху, металлической, как рельса. И также шмыгнула там эта синяя женщина.
Так, я Мгм. передаю. Вере, чтобы она отторгала эту программу, отказывалась принимать ее в ее пространство. Я говорю, чтобы она отменила ее решение заказывать сеанс у этих, Вера и Вадима. да. Мгм. Так, Отказывается. так, я вижу, она отказалась, Мгм. выключила экран, значит, произошло. Передаю ей, чтобы она отменяла эти все и приказывала им забирать все эти конструкции. Мгм. Я вижу, что она как выходит с таких чулков черных, поднимается вверх. Я вижу, что у нее как будто отрезано верхние чакры. Вот это, что я видела, что там вакуум такой. Мгм. Вот, то есть они вторглись в ее пространство. Хорошо. Пусть она приказывает им забирать все их воздействия, последствия воздействия и призвала силы кармы за вмешательство. Они это делают, и вижу, это черное зеркало с ее пространства уходит. Мгм. И она вот так руками, это осыпается. Мгм. Хорошо. Пусть она поднимается выше, наполняется ее энергиями жизни и гармонии. Так, она это сделала. Мгм. Я вижу, снова шмыгнула вот так, как будто бы за дверь, такая синяя женщина. А, Так, Какая-то считывается как Андромеда, как будто с Андромеды. так. И вижу там такие глаза огромные у нее, как у мухи. Мгм. Приказывая этой женщине принять форму в соответствии ее истинной эфирным ДНК и назваться, кто она такая. Так, теперь лицо вижу с кудрями оранжевыми. Вот. Мгм. Она называет себя миссионерка. А, И раз вижу, как эта маска, как рыжее лицо круглое. Ам, Раз она легла. Мгм. Так, приказывай отвечать, кто она такая. Она Мона. Она как Мгм. гипноз. У нее вот эти энергии гипноза. А сзади нее вот так стоит и держит ее за шею. Как инсектоид черный. Так. Илья, оно так и звучит. Мгм. А я вижу их лица, да. Так, приказывай этой парочке отвечать, что они делают в пространстве веры. Ам, Илья говорит, награждаю духом. И вот так берет, как за руки ребенка, вот так он берет, вытаскивает духа. Это пантера, такой черный. Мгм. Слышу, создают иллюзии. Мгм. И когда это Илья взял эту иллюзию этого духа, он его потащил, как будто бы из глаза этого огромного существа, в Мгм. котором находилась Вера. Так, вера, рациональная вера отказывается от вызывания этих пантерок и проводить этот сеанс с Моной и Павлом. Пусть она откажется и прикажет этим Моне, Илье забирать их воздействие. Вот это я слышу, как Мона приходила во сне и говорила, что 95 лет еще нужно мучиться. Мгм. Это притянулось на эти родительские все блоки. Я вижу эти все несчастья и как Вера за траву эту держится, и эти вызывания духа, это зеркала, на это притянулось. Я передаю Вере, что она отказалась принимать эту установку и все эти программы самоуничтожения, отказывается от них. Я вижу, она разослала такой, как карту большую. Вот.
И она вот так, Вера, так тык в одну точку на этой карте. Мгм. Как иглой прижала. Считывается, прижала хвост демонице в женском роде. Мгм. Так, а кто эта демоница? Приказывает этой демонице проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Я вижу, что момент крещения, Мгм. какие-то жуткие бабки, а, как инсектоиды, две. Мгм. Так, приказываю этим бабкам проявиться в соответствии их эфирных ДНК и отвечать, кто они такие. Они вот эти бабки-повитухи, которые описаны в Библии как убийцы, это как программы, убийцы младенцев. Мгм. Так, приказываю им отвечать, что они делают в пространстве веры. Они говорят, что они ее вешают и берут вот так, вот закладывают основы этого вакуума. Мгм. Вижу как будто веревку на шею и в программу жертвы подцепляют. Мгм. Так, понятно. Ага, они находятся в секторе магии. Вера отказывается от этих принимать это Крещение. крещение, да. И пусть она приказывает этим бабкам забирать все их воздействия, последствия воздействия, призывает на них силы кармы и отторгает все эти чужеродные энергии и воздействия. Я вижу, что она им отдает как будто синие такие бусики с крестиком пластиковые. Она им это снимает с себя, отдает им, выходит в верхнее пространство, вижу, топчет ногой. Мгм. Пусть она А, призывает все частички души, потенциал потерянный при этом очищает. Мгм. так, снова Мона появляется. Я передаю Вере, что ее рациональная часть отказывается смотреть Цельнозора, смотреть Мону, Мгм. отказывается от Заказывает сеанса с сеанс Моной и Павла. Павлом. Мгм. Я вижу, она буквально вылазит как будто бы из пасти этого чудища. И такие слюны везде. Мгм. Поднимается вверх. Я ей передаю. И снимает вот этот имплант, он как-то сползает с этими вшами, чтобы она все выбрасывала. Она выходит, тяжело дышит. Я ей передаю, что она живая душа, человек, божественная личность. Пусть выталкивает все эти чужеродные мертвые программы. Так, загудел этот Мгм. портал, и она берет это зеркало. Я ей передаю, что ее рациональная часть отказывается вот со свечами, эти коридоры, что она отказывается от вызывания духов, Мгм. Вот от эта всех. иголочка, да, от Да. всех этих, то, что она назвала, она от всех этих ритуалов отказывается. Гадание на картах, гадание другим, и все вот эти погружения в магию, она отказывается. Так, я вижу, что это игла, вот как она вот воткнула в эту карту, как карта жизни. Мгм. Вот, она уходит. Так, Вера поднимается в будущее, вверх. Я передаю, чтобы она наполняла свое пространство энергиями света, гармонии, процветания. Мгм. Да, пусть чужеродное почистить, отправить на аннигиляцию. Я вижу, что она вот так сидит, как будто хочет вытащить из чего-то ногу черной программы, а у нее сзади как будто у динозавра такие отростки.
весь позвоночник и голова с такими вот отростками черными. Мгм. Так, что это за энергия, Виктория? Чья это энергия? Приказываю проявиться хозяина этих энергий. Так, появляется какой-то эгрегор, как огромный динозавр. Мгм. Так, что это за эгрегор? Приказываю отвечать ему, что это за эгрегор. Кто он Так, такой? сейчас я посмотрю внутрь. Мгм. Как будто вот как будто бы я падаю внутрь, знаешь, как джунгли, и листья такие везде. И, Мгм. иду туда. И там смотрю, ребенок маленький сидит Мгм. среди, и ребенка держит обезьяна на руках и вши собирает. Мгм. Так, что это за обезьяна? Сейчас я посмотрю. Посмотри, Виктория, что это за обезьяна, эфирная ДНК. Он считывается как дьявол, он рыкнул. Так, сейчас нужно посмотреть, когда впервые в эту программу, в этот эгрегор, считывается эгрегор поглощения душ. Так, а вот эта девочка, это кто? Это Вера, Мгм. маленькая девочка. Я вижу, сразу проявился сектор миссии. Она там Мгм. стоит, как будто перед огромным экраном, и такой пюпитр перед ней. Там Мгм. какие-то клавиши, как в рояле клавиши, а на втором ярусе кнопки. И они Так. движутся, вот эти кнопки, вот так. Мгм. А клавиши, кнопки все белые. Они такие, как столбики. И так движутся. А на рояле клавиши белые и черные. Мгм. Так, что это за конструкция, Виктория, как она считывается? Она считывается принятие решений. Мгм. Божественный модуль принятия решений. И я вижу, что вот эти черные клавиши, у них подключка к сектору интерферентов, к этой конструкции, к этой мухе. То есть это вот мы сейчас уже, я так считываю, на всех предыдущих сеансах разбирали как бы запчасти этого, считывается как молох. Вот это существо, которое там заморожено. Мгм. Там вот это оно собрано, как солянка, и это морда быка, и это все вместе. И это муха, и синяя женщина, то есть все программы, совокупность. Мгм. То есть Винтики этой конструкции, да? это весь уже, я вижу, Мгм. как бы весь этот, всю эту машину, Конструкция. Мгм. да, оно как система считывается. Система управления или как машина, можно по-любому сказать, управление человеческим сознанием. А Мгм. еще слышу иллюзия. То есть это иллюзия, это мир программ, эфирный дефект сознания Вселенного мира. Мгм. Так, как связана Вера с этой конструкцией? Когда она впервые подключилась к этой конструкции? Я вижу, полетел дракон, залетел как длинный такой, похож на скорпиона с крыльями. Мгм. Как скорпион у него такой есть этот Ну, сзади, жало. жало. Мгм. И он взмахнул крыльями и вот так пролетел мимо.
Я ему приказываю занять место а, в матричной программе считывания истины. Вот это да. Мгм. А вот это, что я вижу, вот эта карта, это, Мгм. оказывается, это механизм считывания истины. И он занял место, как в секторе интерферента. Мгм. Да, это я слышу, да, но вот я спрашиваю, оно, я коммуницирую очень быстро, ну как, телепатически, что это дано мало кому Ага. находиться в Мгм. этом. Рассчитывается как-то. Ой, очень много информации. Ладно, я отсоединяюсь. Мгм. Как оно Хорошо. связано с верой? Я сейчас смотрю. Мгм. Да, вот Она этот. говорит, что она запуталась. Я вижу, что она находится как в секторе миссии. Сейчас я посмотрю. Вижу ее, она как античная богиня, а на голове такой черный какой-то венок. И руки протянуты. Одна, вот правая рука и правая Так. нога, они, вообще черные. Мгм. В сектор интерферентов протянулись. И тут же она стоит. То есть эти черные клавиши, черная рука, нога, это черный венок, это программы искусственные. И она тут же стоит как божественная, я слышу, божественный субъект. Так. А вот этот дракон, который взлетел. Это вот эта муха, вот это все. Мгм. То есть это вся матричная схема, Мгм. система, это больное, это Понятно. воображение. То Давай, есть Виктория, это посмотрим, когда она творчество. впервые встретилась с этой мухой, с этой системой. Я вижу, она что-то вынимает, как будто бы она проглотила что-то изо рта, какое-то жуткое существо. Так, что это за Оно существо? считывается паразитический субъект. Угу. Это выглядит как какой-то жук. Сначала это все черное, а потом могу детали рассмотреть. Я Ну, вижу, что просто это и считай, в есть вот общем. эта штука, да, этот скорпион, Ага. который вот этим хвостом вот так, то есть как дракон и скорпион все Мгм. вместе. То есть он и как дракон спереди, как огнем Ну да, полыхает. его программа его. Да, Так, когда этот жук черный, вот этот, когда он впервые проник в пространство веры? Что это было за событие? Давай посмотрим, что так, происходило. сейчас я снова вижу Мгм. этого ребеночка, который учится ходить. Так. Маленький ребенок учится ходить. Мгм. Его кто-то держит за руку. Так, это ребенок Вера, Виктория, да? Убедиться. Да, это Вера. Мгм. Так, а кто держит за руку? Приказываю проявиться согласно физической ДНК и отвечать, кто это. Считывается мать, она беременна. У нее живот плавно перетекает в сектор интерферентов, этот эгрегор. И там много-много детей в этом эгрегоре. Мгм. У Так. нее такой беременный живот. И прямо в сектор интерферентов. И там все эти души
невоплощенные. Они находятся в этом эгрегоре. Мгм. И мама держит за руку этого ребенка, ну, Верочку маленькую. И считывается, что мать несет, как-то почему-то несет, вот этих всех, говорит, племя греха. Бремя. Мгм. Так, а Вера как? А Вера маленькая. Я вижу, что она это все видит. Она видит этот эгрегор. Вот я смотрю ее глазками. И она вот так глазочками своими, вот так, прямо проникает туда, в самое дно. А эти деточки, как светлячки там. Мгм. То есть и вот этот ее брат младший. Женя. Да, он там уже вот это с этими программами жуткими поломанными, он тоже там. И старшая сестра. Мгм. То есть они все вот эти дети, уже рожденные или нерожденные, они вот так вот как находятся в таком В коловороте. эгрегоре. Мгм. То есть вот это все. Я Так. вижу Веру, вижу мать. Мать делает аборт. Мгм. Вера что, родилась уже после аборта, значит, Ну получается? да, там у нее говорила больше 40 Да. абортов. И вижу, сейчас я хочу посмотреть, и я вижу, что, ой, какой ужас. Этот доктор, Мгм. эта женщина, ам, она как отрезала лицо ребенку. Мгм. И Вера по такой траектории, как спираль, залетает туда, в этот эгрегор, и шмякается, как об пол металлический. И я вижу, ее энергосистема распласталась и стала вот такая плоская и как растянута, как паутина. И это соответствует, что я ее видела, как она внутри портала вот так распята. Мгм. Так, Виктория. И я вижу, что она в ее глазах такие черные энергии считывается как страх. Не просто страх, а страсть страха. То есть самая высшая степень страха, обиды, унижения. Мгм. И вижу, как в этот момент это чудище, как будто этот эгрегор пожирает ее, как в рот берет и просто проглатывает. Мгм. Так. А вот эти аборты, которые были у матери, она уже, Вера, пыталась родиться? У Так она этой матери родилась. родилась. Ну пусть Мгм. отменит. Ну Я ладно, ей хорошо. передаю сейчас, Вот э, этот... что она сейчас может своим сознанием зайти в то состояние, в то время, когда она училась только ходить и понимала и видела, что в пространстве матери находится 40 других душ. Я вижу, как она делает. Она своим сознанием буквально вынимает, то есть дает волю этим не Душам. родившимся Мгм. детям, душам. Я им тоже передаю, чтобы они все как будто бы к ней приклеены. Мгм.
она просто достает руками оттуда эти души. Вот ее в секторе решения. Я передаю каждой этой душе, что их время освобождения пришло, и вижу, как Вера тогда отказывается быть абортированной. Вот она встает, как просыпается, то, что я видела уже, как просыпается, подтягивается. Я ей передаю, чтобы она родилась с утробы матери вместе с этими детками, с этими душами в самое светлое пространство. Она их зовет, вот так говорит: «Эй!» И я передаю этой матери, ее программам, что она может отказаться. Да, А мать Валентина, да, зовут? Катерина, Екатерина. Да? Правильно, Екатерина, да? Мгм. Да, Екатерина. Может, это ее прошлое воплощение. Ну, Передадим да. ей информацию, алгоритм освобождения, Ну да, это ж информацию из не так наших... слышно, как ты говоришь, Да. Валентина. Там я просто улавливаю такие, Мгм. как... Хорошо, передадим матери Веры информацию из наших сеансов, алгоритмы, что она может отказываться от всех этих программ антимира, от подключек к интерферентам, отказываться от абортов, родить всех детей чистыми, без подключек. Если она хочет, пусть она это сделает. Я вижу, что ее мать это как основа тоже этой мухи. Мгм. То есть это подавленная, раздавленная психика, вот, жертвятское вот отношение к себе и к жизни вообще. Но я Мгм. передаю, Да, передай это. а там как будет, потому Да. что я не вижу там никакого движения, там она Камень. находится очень глубоко, то есть за убийство нерожденных Мгм. детей, то есть это очень тяжелое наказание, очень тяжелая карма. Мгм. Хорошо, Виктория, поможем этим душам, этих детей, направим их к первоисточнику, передадим им алгоритм освобождения, чтобы они тоже освобождались и выходили в светлое пространство. Так, я вижу, какая-то Валентина постоянно идет. Мгм. Одна из этих, которая находится, да? Так. Кто это Валентина? Виктория, почему она Какая-то выделяется? девочка. Мгм. Так. Вот. А у нее как будто бы во лбу такой какой-то, как камень черный, острый, что-то такое. Вот. Острый камень, это, возможно, это как Светлана рассказывала, что она одной девочке острым камнем по лбу ударила. Ну, вот одна из этих душ, это вот это связано. Так. Мгм. Я передаю Вере, что она отказывается. Оно мне прямо сейчас прокрутилось, что вот как-то вот так, что эта девочка как бы может Была связана. абортирована Она этой была матерью. абортирована этой матерью, да. Мгм. Так, Вера хочет отменить то ее действие, когда она камнем проявляла насилие к этой девушке. Пусть она зайдет своим сознанием теперешним в тот момент и отменит это ее действие. И всем, кто пытался ее на это сподвигнуть, пусть приказывает убирать все воздействия, последствия воздействия и дает им карму. Я вижу, она вот этим камнем острым вот так как-то черту провела и Мгм. вытаскивает с этой ситуации и эту, ну, оно считывается Валентина. Мгм. И она пошла вверх. Это душа. Мгм. Хорошо. Я передаю всем душам
нерожденным, чтобы они все родились вместе с Верой, и чтобы Вера сейчас их всех отпустила на волю в самых светлых пространствах, где отдыхают души. Мгм. Или каждый, где есть, пусть отсоединяется от этой программы убийства младенцев. И я вижу, как эта черная утроба, как матка, она опустошилась, сдулась буквально, как шарик, Хорошо. и ушла. И вижу, как Вера поднимается вверх, Мгм. как Так. будто она лезет по такому ущелью. Я передаю, что это всего лишь программа, она может взмахнуть крыльями и подняться вверх. И я вижу, что она поднялась вверх, и у нее, я слышу, карма. Мгм. Так. Что То это за есть карма? вижу, что по позвоночнику идет такой, как хвост, и очень тяжелая энергия там внизу. Я Мгм. вижу у нее вот программа, руки вот так черные, и она вот так что-то перетасовывает. Карты, вот карты я Мгм. увидела. Это считывается как запутывание божественной матрицы путей сознания Мгм. человека. Вот. Вот она Так. колоду. Ну, вот Мгм. это как карты, да. Мгм. Так, рациональная вера отказывается от всех этих гаданий других людей и вообще гадать, применять эти карты. То есть она зайдет в этот момент, во все моменты и откажется гадать. Она это делает, я вижу, как разбивается. Эту скатерть она вот так Мгм. срывает. Я ей передаю, что этот стол переворачивается, уходит, чтобы она отменила все эти решения. И она снимает черные часы. Считывается смертный приговор. Мгм. То есть Хорошо. занятие этими эзотерическими практиками – это смертный приговор с этими вот часами. Это как бомба замедленного действия. Она это выбрасывает. Я передаю, чтобы она очистила все ее пространство от, слышу, от мук совести. Мгм. Так, Вот, хорошо. что она чистая божественная душа, а это всего лишь программы. И тогда это было у нее решение это делать, а сейчас у нее решение от этих карт, от этих духов, от этого всего отказаться. Я Мгм. вижу, она стоит перед зеркалом, как трюмо такое, и крутится, ну, как подросток. Мгм. Так, как она выглядит? Она крутится перед ним, в этом зеркале черный. Смотрит этот глаз на нее, этот дух. Мгм. Так, давай посмотрим, Виктория, когда этот дух впервые проник в ее пространство. Я вижу в секторе принятия решений находится циферблат, и она его вот так шпух положила. И там именно находится как римские цифры, как будто этот циферблат такой толстый, а внутри все эти механизмы. И такие цифры, которые буквально как будто в циферблате вместе. Вот. А Мгм. буковки черные. Из сектора магии вот выходит. Считывается, настраивают на дух времени. Мгм. Кто это в секторе магии? Приказываем ему проявиться согласно его физическому ДНК на тот момент. Я вижу, что в секторе магии
дети вызывают духов, детские голоса. Я вижу очень много детских голосов. Мгм. Эти Так. все нерожденные дети, они все находились как бы поблизости. И они находятся в пространстве веры. То есть она к ним подсоединена тоже. Мгм. Так, а почему он не находится в секторе магии? Потому что вера подсоединена к матери. А мать, а это как родовое проклятие. Так, что это за родовое проклятие? Убийство нерожденного сознания. И я вижу, что эти деточки убитые, они Мгм. растерзанные. И эти черные энергии, эта страсть смерти, и они все находятся в этом эгрегоре, а через привязки к матери, к отцу убийцы. То есть мать и отец, они убийцы и растлители рода. Они так считываются. Все их дети Мгм. Так. находятся в Мгм. одном пространстве родовом, в секторе. И вот эти все эзотерические практики, вот это вся ужас просто. Я передаю Вере, что она божественная душа, и она отказывается на уровне сознания принимать эти Родовые, нечеловеческие да, родовые проклятия. программы, Мгм. эти проклятия, как программы к действию, она их разрушает и принимает коны жизни и благословения Вселенной. Я вижу, она поднимается вверх, и этот эгрегор, он поднимается вместе с ней. Я вижу, что родители таким образом перебросили карму на своих детей. Когда заставляли смотреть на секс, как они занимаются, когда заставляли их на подсознательном уровне быть соучастниками убийства этих деточек. Мгм. Так, пусть она прикажет Вера ее родителям забирать все эти воздействия, последствия воздействий. Пусть откажутся принимать все это насилие и отдает им карму за все Я это ей передаю, насилие. чтобы она посмотрела, что эти интерференты, они во всем виноваты. Так, Мгм. кто главный этого всего, пусть называется, этой Прик- матрицы. Приказывая главному хозяину этой матрицы проявиться в его пространстве согласно его эфирным ДНК. Так, вот это чудище, это как дух, как Вильзевул, Мгм. солянка сборная. А кто хозяин? Кто ответственный за это? Кто творец этого? Приказывая Он Творцу. называется сотворитель, Мгм. Кто это создатель. сотворит? Создатель, да. Приказывает этому создателю проявиться согласно его эфирным ДНК в его пространстве. Я вижу, что он лежит, у него грудь разодрана, и в груди, в сердечной чакре слышу Сатанаил. Мгм. А это как оболочка, которая расползается, умирает. А внутри в сердечной чакре Мгм. там такие лазят жуки. И там свет какой-то у него есть. Сейчас я посмотрю. И у него как такое свечение, и внутри как столб черный давит его,
портал такой, и там черви ползают, и так хрустит все. Мгм. Что это за черви такие? Что это? Это программы на самоуничтожение. Это паразитические программы на самоуничтожение. То есть Сатанаил запустил процесс самоуничтожения жизни. Мгм. Вот. Так, а Он что там считывается как светилось? субъект ошибки. Мгм. Да. А светятся вот эти черви. Так, а Это что в них остатки его светится? души, остатки его Ага, света. которые поглощаются этими программами. Я не знаю, я так считываю, что это М. его же душа, Мгм. эти светлые, они ну так светятся, черви, то есть это остатки сознания, я слышу. Это остатки его сознания, Мгм. которые уже обречены. Это какая, я слышу, аутоиммунная реакция на самопожирание. И эти же программы, когда человек подключается через демонические эти обряды к Мгм. этим программам, вот, то он тоже становится, как считывается, субъектом распространения лжи, потому что это ложь. Основа всего разрушения цивилизации человеческой и цивилизации богов. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Давай отсоединись от этого Сатанаила, поднимись Да. вверх, очисти себя от всей чужеродной энергии, наполнись энергией жизни и гармонии. Мгм. Давай посмотрим, когда впервые Вера встретилась с этим Сатанаилом, подписала ли она контракт с ним. Я вижу, идет я слышу междубожественный договор, и как будто бы вот так два пальца. Или Мгм. так, или вот так. Ну, два пальца. Черный палец этого Сатанаила, Мгм. и светящийся это... Так, кто такая Валентина? Стоп. Мгм. Опять я слышу Валентина. Так, я приказываю этой Валентине проявиться в соответствии ее эфирном ДНК. Так, сейчас я Веру. Зову Веру. Мгм. Так, я ее вижу. Еще наверху что-то у нее есть. И что это за Валентина? Мгм. Считывается дух преисподней. Я приказываю ей отвечать. Это как бесплотная. Мгм. Так, Валентине приказываю отвечать, что она делает в пространстве Веры. Я вижу, она сидит, пьет из чашки чай, Мгм. а вот эти ее черные энергии как облизывают эту чашку. Я ей приказываю отвечать, кто она такая. Мгм. Она моет посуду, бросает тарелку. Она говорит, что она ее мать. Ага. Так. Почему она находится в пространстве у Веры? Приказываю ей отвечать. Она говорит, что она
отдает ей ее байстрючат. И такие черненькие эти деточки, она их вот так как цепляет в пространство Веры. С правой стороны, так, где правая нога, и вот так идет в сектор интерферента, ой, в сектор магии вот сюда, эта подключка. Мгм. Она говорит, показывает на ее живот, а ее вот это нижние, это женские органы, они как будто рассечены, и там как преисподня. И она говорит, не могу же я типа остаться один на один. С преисподней? Ну да, своим Мгм. грехом. Ну, типа с этой кармой. И она говорит, она плохие слова говорит на Наверно. Веру, и Мгм. как будто бьет ее по лицу вот этими энергиями черными. И Вера, я вижу, хватит ее за руку. То есть вот эти программы матери, я не знаю, почему она Валентина идет. А сейчас прозвучала Екатерина. То есть она пыталась еще и обмануть. Мгм. Может, в прошлом воплощении. Или ее так хотели назвать. Ну, я не знаю. Короче, Да. Вера ее хватит за руку и говорит, вот так эту руку прижала к полу и говорит, это твоя ответственность. Я говорю ей, что этой Екатерине в этом воплощении, этой Валентине, чтобы она... А, вот кто она. Кто? Женщина, которая делала аборты. Так и звучит. Врач-гинеколог. Это какое-то другое воплощение у нее было? Или она является в этом воплощении? Ну, наверное, что было как в другом воплощении. Вот. То есть вот эти красные энергии, вот это... Мгм. Так, Так, как ну, не нам важно. поступить, Виктория, чтобы Я освободить обращаюсь, Веру? смотри, я Мгм. обращаюсь к светлым частицам этой Душ. Валентины, Мгм. Екатерины и передаю информацию, что если они хотят, то они могут пойти в те пространства, отказаться от этих программ чужеродных, отдать карму этому сатанаилу, этой системе вещей, которая поглощает души, потому что они вторглись в их пространство, я показываю всю информацию, алгоритм освобождения и на их выбор. Если они хотят, пусть отказываются, поднимаются в высшее пространство, отказываются нести эту карму. Мгм. Но я вижу, что эта карма уходит, отваливается. И я передаю Вере, чтобы Вера отсоединялась, убирала все Мгм. подключки буквально на счет 3, чтобы она все вытолкнула с ее пространства и убрала этих всех Мгм. бесплотных и Да, всю передай этим ответственность перенесла бесплотным. Мгм. Передай на... этим бесплотным, что Вера будет сейчас их всех выталкивать. Если они хотят, пусть выберут место в светлых пространствах, чтобы они на счет 3 уходили вверх. А Вера на счет 3, чтобы она вытолкнула полностью из нее пространство все чужеродное и бесплотных духов. Пусть подготовятся, я вместе посчитаю, с их программами. да, вместе с их программами и энергиями. Я посчитаю от 1 до 3, и Вера это подготовится и это сделает. На счет 3. 1, 2, 3. Да, она делает, взлетает, и черная энергия вот так как-то отсоединилась от ее позвоночника и держится на 7 чакре.
Мгм. Так, это связано с этими клавишами. Мгм. Какие-то клавиши. И я вижу, играет на рояле девушка. А, а, Так, какой это век? Какой-то вот на педали давит, играет и поет. Мгм. Так. Я ей передаю информацию, что эм, Вера в этом воплощении, в последнем воплощении перед уничтожением злой системы вещей, пришла, чтобы освободить ее частицы душ со всех воплощений, от всех контрактов Мгм. и от всех соглашений с антимиром. И она взяла, почитала эту информацию и передала ноты. Ноты передала вверх, а, в сектор миссии, ее Мгм. высшему я. А высшее я начинает этот клавесин. О, клавесин. 17 век клавесин. Мгм. Этот клавесин начинает рассматривать и вот так как смотрит, что же там произошло. Я ей передаю, чтобы она нашла тот контракт, когда она впервые подсоединилась к антимиру, Мгм. чтобы она показала этот контракт. Да, там какой-то между божественный договор. Да, я вижу, она играет, сидит. Мгм. Почему-то идет клавесин. И я не слышу, как он играет, а слышу ее голос. Она поет так тоненько, высокие ноты берет. А возле нее на этом клавесине опирается об этот клавесин, стоит какой-то мужчина, нога за ногу, черный весь. И вот так пальцами как будто бы помогает ей играть, тыкает на черные клавиши. Мгм. И я Так, кто вижу, этот это мужчина? замужество, это ее муж. Он Мгм. одевает ее как туфельку. Она выходит замуж. Так. Мгм. Так, кто этот мужчина? Приказываю ему проявиться в соответствии с физическим ДНК, называться. Кто он такой? Выглядит как джентльмен с таким котелком. Мгм. Вот. С тростью почему-то. Мгм. Вот. Это программа «Бравый гусар». То есть это он подвержен этим программам, и она, вероятнее всего, на соединение несчастливый брак. Ну, идет не шлюп, как по-украински. Мгм. Хорошо. А когда она подписала контракт? Да, этот. Мгм. Я вижу, это связано с обручением, кольцо. Она одевает кольцо, и я вижу, как через это черное кольцо продевается вот так, как сквозь иголку. Черная энергия, соединяется магия с интерферентами. А ее выше я вот так смотрит на это, заглядывает с небесных сфер, что там будет. И снова я вижу вот этот контракт Мгм. с этим Сатанаилом. Межпространственный, межсветовой контракт. Я вижу это между двумя светами. Світ, Мгм. світло, по-українськи світло. Оно я так и слышу. Мгм. Світ. Світ это как вселенная, всесвіт, світло. Между двумя светами. И вижу, что идет вот такой
Ну, все по-украински слышу. Выпромінювання. Мгм. Изнутри выходят такие, как лучи в светлом пространстве, то есть они, я слышу, облагораживают. И они так разворачиваются. Мгм. Вот я присматриваюсь и вижу такая же конструкция, там, где вакуум. У нее внутри был такой вакуум, такой же сейчас. А этот свет, он вот так как разворачивается, такие как кудри. И там такое, как вакуум, оно обворачивает этот вакуум и наполняет светом, проникает туда. И дальше так, и дальше так. А вот это свет поглощающий, черное пространство, которое вот так втягивает, и там как ураган, как ветер в черном пространстве. Она М. говорит соединение душ. Дух, не душа, духа. Мгм. Пространство духа, на уровне духа. Так, а что за дух? Она показывает ее дух в сердечной чакре. Вот она как богиня какая-то светящаяся. Мгм. И у нее венок весь светится. Над головой венечная чакра. Она как венок. Оттуда идут такие излучения. Это ее высшего я. Так. Так. Что за Через это контракт? обручение, да, Мгм. на физике это было обручение. Считывается буквально с дьяволом. Мгм. Так, а почему с дьяволом? Я вижу, что этот джентльмен, у него странный котелок. Такими полосочками. Белое, черное, белое, черное. Мгм. Когда смотрю, мне слышу Муссолини. Ну, то есть фашист какой-то. И он как будто бы в рот что-то взял. А что он взял? Что он взял? Черный какой-то, как будто проглотил чей-то язык. Он как одержимый. То есть он Мгм. как оболочка, он как мертвый, а внутри вот этот дух демонический. Так, а что произошло, когда она обручилась с ним? Когда она обручилась с ним, я вижу на подсознательном уровне э, эти его программы черные, которые зашли через это кольцо, они буквально как будто берут и открывают ее вот эти все чакры, и образуется там как вакуум. Проход, то есть через нее, через ее пространство ее души открывается как проход высшие миры. И я вижу, как эта энергия буквально потекла вот так черная вверх Мгм. с глазами. А она там поет на клавесине, играет, а черная энергия так ползет к ее высшему я. И вот подползает, и я вижу, как нога чернеет, рука чернеет. Так. Давай посмотрим контракт, Виктория. Пусть Да. Вера достанет этот контракт. Приказываю всем сторонам этого контракта проявиться согласно их эфирных ДНК. В секторе магии появляется этот человек как бык с рогами. Мгм. Также он считывается и как Вельзевул, и как мафия. Мафия. Мгм. Так. Вот. Кто еще там? Так, а в секторе интерферентов она вот показывает вот это чудище, которое там во льду стоит, замороженное.
Мгм. этот Сатанаил, вот эта вся конструкция. Она говорит, что она дала свою душу во время контракта Мгм. вместе с духом. То есть вообще всю свою, то есть осталась как бы голова, руки, ноги, а вот это все как бы отдала. Мгм. Давай посмотрим, Виктория. Контракт, условия. Так, я вижу, что когда произошел этот, он одевает ей кольцо, Мгм. прям все слышу, с сапфиром. Ам, Она смотрит на него, и она видит эти демонические глаза, и он свататься пришел. И она вдруг смотрит на этот сапфир. Мгм. Сапфир не круглый камень, а капелькой, Мгм. такой огромный. И она смотрит на этот сапфир, любуется им и говорит: я оставлю его себе. Жадность. Мгм. Вот. И поднимает руку, и я вижу, как в секторе принятия решений она подписывает, я слышу, смертный приговор себе. И одевается вот это на левую руку, как капкан с часами. И начинается там это все тикать. Вот эта тарелочка, типа вызывание духов. Я-то смотрю, чё ж она такая, как циферблат. То есть в тот момент она подсоединилась к этим эгрегорам. Мгм. И я вижу, что этот джентльмен, вероятнее всего, что он игральщик в карты. Я вижу, как карты он разбрасывает, потом какая-то рулетка бегает. Может, он в каком-то казино играл. Вот. Мгм. Так, Так. Подписала смертный приговор. На что да. она еще согласилась? Она, я слышу, согласилась быть венценосной особой. Мгм. Но венец у нее превратился в черный. Может, он ей дал какой-то титул. Да, я слышу титул. Вот, по замужеству, да. То есть Мгм. она, ну, буквально я слышу, купилась. То есть она Мгм. как бы предала себя. Понятно. Она это понимает, она вот это, да. И я вижу, как с этого клавесина уходят эти черные энергии, и эта фигура, Мгм. очищается вот верхнее пространство, пространство миссии. Я вижу, как расходятся эти черные энергии. И она сейчас она есть Андромеда. Я это уже слышала раз 10, если не Мгм. больше, когда на нее смотрю. Это ее имя. Мгм. Да. Хорошо. Пусть Вера отказывается от этого кольца с сапфиром. Расторгает контракт с От Сатанаилом. титула, да. Отказывается от титула, расторгает контракт, приказывает всем этим интерферентам, магам, насильникам забирать их воздействие и возвращает все ее частички души и потенциал. Она это делает. Я вижу, она была актриса. Она пошла по ступенькам, вышла как вверх на сцену, и через потолок дальше выходит этот какой-то концертный зал. Оно похоже, как будто это было в Италии, даже Мгм. в Венеции. А как ее звали, Виктория? Как ее имя было, этой актрисы? Не знаю, слышу, смотрю ее только на ее... Не идет имени, Мгм. идет только Хорошо.
как Андромеда. Она то ли Мгм. фаворитка там чья-то была, ну что-то вот такое. Но я вижу, что это Италия, даже вот Венеция. Мгм. В каком-то с таким куполом. М. Ну, там оркестр вот играет, вижу. а, э, Ну, какой-то театр, да, оперный театр. Мгм. Так, она снимает в высших духовных пространствах это кольцо и снимает этот черный венок. Она отказывается быть венценосной. И Мгм. когда она это делает, то в ее пространстве я слышу голоса. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство от чужеродных программ, духов, чипов, имплантов под ключик. Пусть она расторгает этот контракт с Сатанаилом навсегда, Да, полностью. отсоединяется от всех этих чужеродных программ и выбрасывает их в портал на утилизацию, на полное уничтожение. Вот я вижу, она стоит, стирает со всех информационных полей Мгм. все эти чужеродные программы. Я ей передаю, чтобы она наполнялась светом, вернула все частицы своей души. Я вижу, она забирает вот эту крышку, которая, как вырезали с ее души, с ее подсознания. Это часть ее жизни. Мгм. Вот. И я ей передаю, чтобы она вернула всю ее энергию, закрыла ее внутреннего критика, то есть восстановила работу внутреннего критика и закрыла все порталы, выталкивала все чужеродное наружу. Вот А, эти синие энергии, все уходит. И отказывалась вот это от этих программ 95 лет еще. Мгм. Учится типа, да? Пусть отдает эти все слова, все эти мысли, откуда они Я пришли. вижу, какая пантерка. Это пантера, которую вот Илья вешал на нее. Мгм. Она уменьшается, возвращается к Илье. Я ей говорю, ой, а эта пантера на него напала. Ну, пусть забирает, и Да. карму получается его вторжение в пространство других людей. И она стоит, а знаешь, почему она голоса слышит? Потому что у нее в пространстве очень много каналов, очень много голос. Я сейчас ее спрошу, что это такое. Мгм. Я вижу, что когда смотрю на ее пространство, то выглядит, как будто бы я в какую-то другую вселенную проникла, то ли галактика другая, там планеты плавают. Мгм. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее личное и общее пространство от всех чужеродных программ, чипов, имплантов, подключек, наполнялась свободой, гармонией, возвращала свой весь потенциал творческий со всех тех мест, где она потеряла, расторгала все контракты и соглашения. И сейчас она вот так кричит громко: нет, 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 нет. Ну, Мгм. это 4 главные вот эти, как... теперь понятно. Знаешь, это в моей карте считывания истины. Тут есть 4 сектора демонических. Мгм. Это интерференты, духи, программы и эти колдуны, маги. Магия. Мгм. Да. Вот она в каждый из этих порталов, она кричит: нет, 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 нет. Она отказывается, поднимается вверх. Энергосфера как-то зазвенела. Зазвенела, и я слышу, сапфир считывается, какой-то сине-зеленый Мгм. энергии какой-то. Это И кольцо с сапфиром. да, Мгм. и я ей передаю, чтобы она наполнялась внутренним светом, забирала
Она там в этом нижнем портале, где она лежала там, Мгм. она встает, ну так себе, безразлично. Ну ладно, мое время пришло, типа, и уходит. И этот портал, пух, в ее сердечной чакре закрылся, и начинается свечение. Вся сердечная чакра светится, и она смотрит, и все светится. И ноги, все она поднимается вверх, взлетает, взмахивает крыльями, прям шум такой от крыльев. Мгм. И Хорошо. пришла как в сектор миссии. Она вернулась. Я ей передаю, что ее рациональная часть хочет родиться заново, чистой, свободной, родить своих детей и очистить все ее пространство, жизненное, физическое и на всех уровнях сознания, Мгм. То и есть она это наполнить сделает. светом, гармонией, избавиться от всех паразитических программ и передать эту информацию ее мужу. И ее вот ползают котиком, и почистить все ее жилое пространство, и все, что касается ее рука, ее разум, гармонием, процветанием, жизнью. Мгм. Вот она поднялась, вышла с того пространства, к нам подходит, говорит, вот так руку в руку берет мою, говорит, благодарю, Викочка, поворачивается, где ты стоишь, потому что ты там вот так всегда стоишь, я вижу тебя. Как с Мгм. правой стороны от нее. Хорошо. Поблагодарила тебя и тоже говорит, благодарю, Женечка. Так она сказала. Мгм. Ну, хорошо. Тогда Мгм. спроси у нее, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Она вот так показала, говорит, даже больше. Мгм. Ну, молодец. Хорошо, поднимаемся все вместе максимально вверх. Мгм. Наполняемся энергией жизни, гармонии, любви, процветания, Да. достатка. Мгм. Ну, хорошо, тогда прощаемся с Верой. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство. Да. Посмотри, там какие-то замороженные были ситуации или существа. А я От- их уже по это самое вот Ага, так как раз. отлично. И все Мгм. на утилизацию. Я все чищу пространство, стираю со всех информационных полей. Мгм. Вот, очищаем, передаем Мгм. информацию Да, всем вселенным об освобождении. Мгм. Передаем эту информацию, распространяем, призываем отказываться от всех контрактов с антимиром и подниматься вверх. Да. Хорошо. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Что Ну скажете? как? Мне, ну, мне стало легче дышать, наверное, уже где-то с половины сеанса. Не прямо, я дышать стала, мне легче дышать стало. Да, и на самом деле вот этот экран, который вы увидели, огромный, я увидела несколько раз в дыхании. Я оператор, я этот экран все время видела. Ну, не как все время, несколько раз. Огромный Мгм. такой. Девочка Валентина, это девочка, которая жила у нас, маленькая, мать у нее пила, она жила у нас в детстве, девочка. М, И вот этот вот театр, я его в дыхании увидела еще в прошлом году. Этот портер, огромные вот эти вот VIP-места, где сидят всякие особы, и плюшевый занавес. Только почему-то я видела, что это балет. Я все время там крутила ногу и говорила «Баедерка». И у меня ноги так вечно вывернуты. Мне все говорят, ты не в балете? И я в детстве все болела балетом, у меня прям болезнь была. А так, ну, может, я ошибалась, ну, она вот Нет, не ошибалась. театр, Это, возможно, вам нравилось смотреть и быть балериной, да, хотелось, а всегда желания, они остаются. да. А театр, да, я видела в дыхании, да, и этот вот, он у меня тоже проявлялся. Я-то видела себя в церкви, как будто я там огромный этот костел, я как будто бы там
не костел, а это католический храм, как будто я там что-то в черном таком просила на полу, на таком каменном. Да, это я в дыхании видела, Мгм. все правильно. Да. Эх, Ну, конечно, спасибо, Женечка, Викочка. Я так, конечно, не совсем чуть-чуть подгрузилась, я прям как будто вместе с вами там была. Так, конечно, ну, понятно, я не видела, но я прям вот, ну, да. То, Ну, что вы конечно, заглянули в да. другую вселенную, там планеты плавают, а я так будто говорю, это мое творение с такой гордостью. Да, так оно и было. Ну, освобождаются творцы. Да. Творцы. И когда каждый творец, тот, что был причастен к... я это видела буквально вчера. Каждый творец, который сделал свое творение, он должен сейчас, время уже пришло, разобраться своим творением. То есть каждый творец должен выбрать, то ли он принимает коны Вселенной, духовной, священным духом, любви, гармонии и процветания, или он принимает вот эти коны совершенства, которые идут от первоисточника, или он дальше продолжает магичить. То есть сейчас Великий суд идет. И Да. каждый человек, как и написано в Библии, что каждый человек своим словом осудит себя, своими делами, и каждый человек себя оправдает. И вот эти боги приходят, творцы, вот, и освобождаются также главы родов. И так Да, идет очищение Вселенной. да. Я просто почему и не торопилась даже вот летом. Я просто понимала, я еще не готова. Но я еще подышу, я еще, пусть как бы мне не было тяжело, я лучше еще потерплю, я не буду торопиться. Не готова. И когда вот сейчас уже вся вот эта ситуация у нас, как бы мне было еще мне тяжелее стало. Вот, диагноз этот узнала, вот это вот, что творится сейчас, думаю, а я уже понимаю, что все, вот мне теперь пора. Я думаю, вот сейчас я должна. Я все время думала, ну когда станет тот момент, когда я пойму, что мне пора, что вот мое время пришло, и вот оно действительно именно вот в это время. Да. Не днем раньше, не днем позже. Тут на самом деле все правильно. Я просто год ждала, я не писала, не беспокоила, потому что я понимала, что мне еще далеко. То есть пока я в себе все не проработала, пока я не продышала, пока я не полностью не разобралась во всем, и вот это все с помощью, особенно душ, которые освобождались, я шажочками. Один человек освободился, вот я поняла, думаю, ну вот, еще, и потом думаю, ну все, потом вот уже пора. Вот. Ну, вот так. Ну, а так, конечно, ну, мне стало легче дышать. И у меня в голове светлее стало. Просто, да. И я уже не думаю о том, что, наверное, меня победят мои болезни, которые так свалились неожиданно. Наверное, я думаю, неужели я не для этого пришла, чтобы умереть? Я думаю, нет, я не умру. Я не Нет, умру. Меня это все, я все это побежу, это все уйдет, я думаю. побежду. Это все уйдет. Побеждю, да. Да, ваше слово, Виктория, когда вот я дышу, и мне особенно тяжело. Я слышу, я однажды вас видела, а вот так вы стоите, белое платье, вот так в руке, я слышала ваш голос, и говорите, все свет, Вера, все свет. Вот именно вот на украинском. И мне вот так это помогает хорошо. Все свет, все. И я вот этот вот, и мне вот прям хорошо помогает. И вот ваш, Евгений, ваша энергия я видела прям всеобъемлющее, очень сильно хорошо, когда особенно тяжело было, вы меня несколько раз так хорошо пожалели в дыхании, очень сильно, мне прям такой, ну, очень сильно поддержали. Спасибо. Вот я прямо говорю на физике, говорила там, очень сильно посочувствовали. Плачу, вы плачете, такой огромный, и такие энергии, они прям такие, как обнимающие такие. Но это вообще, кто не в теме, он вообще не поймет. Ну, многим даже вообще это даже близко не дано почувствовать даже. Мы сейчас должны сонастроиться с этим всесвітом. То есть Да. все не со Вселенной, все есть лень, да, а со всесвітом, то есть все есть свет.
Не бояться, и просто не бояться больше. Да, Ничего. нечего бояться. Прежде всего, это свет своей души, жизнь своей Да. души. Все остальное это все бла-бла-бла. Да, абсолютно, абсолютно с вами согласна. Ну, а так вот по моей семье, все, что вы сказали, все абсолютно правильно. Максимум вот этого всего, что вот по максимуму вот этих отрицательных энергий, все, что мы прожили, да, абсолютно. Ну и вообще, на самом деле, я просто на эмоциях сначала была. На самом деле я проработала, и все это, и простила родителей, понимала, что они тоже под программой были. Что отец мой тоже был когда-то был маленьким мальчиком, он был ребенком, как он нацеплял вот это все на себя, почему он стал монстром. Я и маму я отпустила и перестала злиться, ругаться со своими родственниками, еще они меня раздражают, но я уже, ну, скажем так, я уже выше всего этого. Они остались со своими программами, никто меня не поддерживает. Меня поддерживает только моя дочь. Вот пришла, я говорю: Кэтрин, ты пришла меня спасти. Она видела себя во сне, что какой-то был бой космический, она потом летела как по трубе, по маточной, выскочила в пещеру, и там висели костюмы, которые ей дали, сняли и выставили ее в какую-то джунгли, вот так. Я говорю: Катя, ты пришла, вот она моя родная душа, и вот мы с ней родные души и есть. А Вот. вот Я какие-то поэтому, джунгли там уже тоже были. да, ее выставили в какие-то джунгли, она сказала, на мамонта увидела.